Кариес – патологический процесс, проявляющийся после прорезывания зубов, при котором происходит вымывание неорганических веществ из твердых тканей зуба с последующим их размягчением и образованием полости. Здравствуйте, мои хорошие! Перед тем, как понять, что такое кариес и как он развивается, давайте вкратце рассмотрим строение зуба. Несмотря на то, что зубы подразделяются на различные виды и группы, строение всех зубов основывается на единой схеме. Абсолютно каждый зуб состоит из 3 компонентов – корень, шейка и коронка. Корень размещается в альвеоле, специальное углубление челюсти. Основной его функцией является прикрепление зуба к самой челюсти при помощи связочного аппарата. Корень зуба от коронки отделяет шейка, которая находится у здорового зуба под краем десны. Начинается она именно там, где слой эмали заканчивается. Коронка – это, собственно, та часть зуба, которую мы с вами каждый день видим в зеркале, когда проводим утренний моцион. Именно коронковой частью зубов происходит откусывание и пережевывание пищи. В строение зуба входят как твердые, так и мягкие ткани. К мягким относятся каналы корней зуба и пульпа, а к твердым – эмаль, дентин и цемент. Пульпа зуба – это рыхлая волокнистая соединительная ткань, содержащая сосуды и нервы, богатая клеточными элементами, волокнистыми структурами и межклеточным веществом, заполняющая пульповую камеру коронки и канала корня зуба. В простонародье она имеет название нерв зуба. С помощью пульпы осуществляется питание, защита зуба. Помимо этого, чувствительность зуба напрямую связана с пульпой, ведь именно благодаря нервам, расположенным в ней, зубы чувствуют давление и температуру. Дентин – основная опорная ткань зуба, образует коронку и покрыт зубной эмалью, а дентин корня покрыт зубным цементом, а в нем находится зубная полость, которая, собственно, и заполнена пульпой. Цемент по своему составу приблизительно напоминает кость, относится к тканям зуба совместно с эмалью и дентином и покрывает корень зуба. Эмаль – ткань, которая покрывает коронку зуба. Удивительно, но она является в организме самой твердой. По прочности эмаль приближается к алмазу. Объясняется ее крепость тем, что в ней содержится большое количество минеральных солей. А теперь непосредственно давайте перейдем к заболеванию, поражающему эти твердые ткани – кариесу. Слово «кариес» в точном переводе с латинского означает «гниение». В настоящее время возникновение кариеса зубов связывают с локальным изменением кислотности на поверхности зуба под зубным налетом вследствие брожения углеводов, осуществляемого микроорганизмами с образованием органических кислот. В развитии кариеса имеют значение многообразные факторы, взаимодействие которых и обуславливает возникновение очага деминерализации. Микроорганизмы полости рта, характер питания, количество углеводов, режим питания, количество и качество, сдвиги в функциональном состоянии организма, количество фтора, поступающего в организм, влияние окружающей среды и так далее. Однако основные факторы для возникновения кариеса следующие: полноценность строения твердых тканей зубов, бактерии, проживающие в полости рта, углеводы, проходящие через полость рта во время еды, и время. Полноценность строения эмали зуба зависит от множества факторов. Свойства анатомической поверхности зуба. В естественных ямочках, фиссурах и в промежутках между зубами есть благоприятные условия для долговременной фиксации зубного налета. Насыщенность эмали зуба фтором. Насыщенная фтором эмаль более устойчива к действию кислот. Гигиена полости рта. Своевременное удаление зубного налета предотвращает дальнейшее развитие кариеса. Фактор диеты. Мягкая, богатая углеводами пища способствует образованию зубного налета. Количество витаминов и микроэлементов также влияет на общее состояние организма и особенно слюны. Качество и количество слюны. Малое количество вязкой слюны способствует прикреплению бактерий к поверхности зуба и образованию зубного налета. Генетический фактор. Общее состояние организма. В
полости рта живет множество бактерий, от 100 до 700 видов, но в процессе формирования зубного налета и последующей деминерализации эмали участвуют в основном кислотообразующие бактерии стрептококки и лактобактерии. Уже через несколько минут после приема углеводов, особенно сахарозы, отмечается значительное повышение кислотности. В зубном налете, кроме молочной кислоты, которая непосредственно образуется при брожении углеводов, обнаруживается муравьиная, масляная, пропионовая и другие органические кислоты. Именно кислоты, образовавшиеся при брожении углеводов, приводят к разрушению поверхности эмали. Наличие и активность брожения в налете зависит от количества и качества доступных углеводов. Наиболее интенсивно идет брожение сахарозы, менее глюкозы и фруктозы. Частота, с которой зуб подвергается воздействию кислот, влияет на вероятность возникновения кариеса. После каждого приема пищи, которая содержит сахар, микроорганизмы начинают производить кислоты, которые разрушают эмаль. Со временем эти кислоты нейтрализуются слюной. После каждого периода воздействия кислот на эмаль зуба неорганические и минеральные составляющие зубной эмали растворяются и могут оставаться растворенными 2 часа. Если принимать углеводы периодически в течение дня, то слюна не будет успевать восстанавливать кислотно-щелочной баланс, и возникнет вероятность необратимого разрушения поверхности эмали. В среднем кариес постоянных зубов прогрессирует медленно, и полость может формироваться в течение 4 лет. Так как корень зуба покрыт более мягкой тканью, цементом, кариес корня развивается в 2,5 раза быстрее, чем в области эмали. В случае, если гигиена ротовой полости крайне неудовлетворительная и диета богата сахаром, кариес может развиться буквально через несколько месяцев после прорезывания зуба. Так что же нужно делать, чтобы поддержать здоровье зубов и предотвратить кариес? Здоровье зубов стоит на 3 основных постулатах. Правильный рацион питания, особенно в отношении содержания в нем углеводов. Правильный режим питания. Как часто вы едите, делаете ли перекусы. Профессиональная и домашняя профилактика. Поддержание гигиены полости рта. Самая большая проблема связана именно с избыточным и регулярным потреблением сладостей, особенно между приемами пищи и, что еще хуже, на ночь, без проведения последующей чистки зубов. В большинстве случаев взрослому человеку для профилактики кариеса зубов достаточно не злоупотреблять сладким, исключить углеводы из промежутков между приемами пищи и, по возможности, не медлить с очищением полости рта после еды. Особую роль играет употребление жесткой пищи, например, фруктов и овощей. Во-первых, эти продукты являются источниками необходимых организму витаминов и микроэлементов. Во-вторых, они участвуют в процессе самоочищения поверхности зубов от остатков пищи. И когда-то у древних людей являлись единственной и незаменимой зубной щеткой. Но все же не забывайте, что лучшее средство в профилактике кариеса – это правильная и своевременная гигиена полости рта. О том, как правильно и индивидуально подобрать средства личной гигиены, зубные пасты, щетки, ополаскиватели и методики правильной чистки зубов мы уже с вами разговаривали в одном из предыдущих выпусков, поэтому ссылочку на него я оставлю в описании к этому видео. А на сегодня это все. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, заходите в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Здоровья вам!